Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы настроим ботов Gneria на платформе Bybit и OKX. И это у нас самый лучший способ накопления топовых криптовалют. Про список криптовалют я говорил в предыдущем ролике. Сегодня мы уже не будем вдаваться в какие-то мелкие подробности. У нас для этого было два предыдущих ролика, можете их посмотреть. Но это самый лучший способ накопления топовых криптовалют, таких как биткоин, эфириум, Cardano, XRP, Тон и так далее и тому подобное. В нашем случае будет еще там NEAR сегодня, Atom и другие монеты. Давайте подготовим наши аккаунты непосредственно для торговли. Первым делом регистрируемся на платформе Gneria по ссылочке в описании. Также, если у вас нет аккаунта на бирже Bybit или на бирже OKX, также ссылочки для регистрации в описании. На OKX я делюсь с вами максимальным 20% кэшбэком торговых комиссий обратно на счет прям в USDT-шках, которые вы можете использовать как пожелаете. При торговле ботом это очень и очень важно, так что не упустите такую возможность. Если вы давно не заходили на биржу OKX, полгода и более, то можете просто сейчас перейти по моей ссылке и авторизоваться, и тогда у вас автоматически применится скидка, и вы станете моим рефералом. После того, как вы зарегистрировались на биржах, вам нужно создать API для платформы Gneria. Здесь находится во вкладочке биржи. Вам можно подключить здесь непосредственно биржи. Если вы делаете это на бирже OKX, то рекомендую вам создать саб-аккаунт. Здесь нажимаете кнопочку «Переключиться на саб-аккаунт», и здесь создаете саб-аккаунт новый, дополнительный, с названием, например, Gneria, как у меня. Далее переходите в него, подключаете в настройках безопасности обязательно приложение для аутентификации. Это Google Аутентификатор. Он у вас отдельный будет для саб-аккаунта и отдельный будет для основного аккаунта OKX. После этого переходим в настройки API и создаем здесь API ключ. В названии API ключа пишем все, что вам нравится, а в цели привязка стороннего приложения здесь выбираете Gneria. Здесь выбираете чтение и торговля. Здесь пишите пароль, который вы не забудете, который вам нужно будет использовать один раз для того, чтобы подключить непосредственно в приложении Gneria. После этого жмете «Отправить все», вводите код с вашего приложения аутентификации, а после этого код с электронной почты. API-ключ создан, ни в коем случае в данный момент не нажимайте «Завершить». Здесь вам нужно показать сведения, нажать кнопочку, и после этого скопировать ваш API-ключ и секретный ключ. Ни в коем случае их никому не показывайте. Вам нужно просто в Gneria здесь нажать кнопочку «Подключить», где OKX у вас вылезет вот такое окошко, просто у меня здесь все уже подключено. И здесь мы вставляем API-ключ, здесь секретный ключ, и здесь третье окошко будет с паролем, который вы придумали. API-ключ, секретный ключ и пароль. Просто нажимаете кнопочку «Копировать», «Вставить», и там то же самое. Только я на BitMEX вам показываю, потому что у меня не подключен он. Вам это делать нужно на OKX, либо на Bybit. Там плюс-минус одинаковая история. И только после этого уже жмете кнопочку «Завершить». Я, естественно, этот ключ удаляю, потому что он мне не нужен. А мы продолжаем. Далее, так как мы торгуем инверсными фьючерсами, то нам нужно зайти в нужную монету, непосредственно, то есть торговля, фьючерсы с маржой в криптовалюте. Если вы, к примеру, торгуете биткоин, вам нужно зайти в биткоин. Здесь в шестеренке выберите такие же настройки, как у меня. Это очень важно. То есть режим позиция односторонний, режим аккаунта фьючерсный режим. Здесь выбираем обязательно кросс-маржу, это тоже очень важно, и выбираем 50 либо 100 плечо. Не обращайте внимания, что здесь сейчас стоит 50 либо 100 плечо. Сами настройки, которые будут отвечать за плечо, мы будем выбирать непосредственно на платформе Gneria. То есть у нас кросс-маржа, но он будет заходить там на микро объемы, и у вас не будет точки ликвидации. То есть это просто сделано для того, чтобы у вас в случае, если вы решите расширить настройки, добавить там к нулевому плюс одно кредитное плечо, тогда у вас не будет проблемы с вашим обеспечением, поэтому сделайте здесь так, как у меня, и не бойтесь, никакой ликвидации у вас не будет, вы не будете торговать с 100 плечом, потому что плечо мы будем выбирать настройками непосредственно на платформе Gneria. Он не будет торговать 100 плечом, повторю вам еще раз. Если у вас биржа Bybit, на бирже Bybit вам не нужно создавать саб-аккаунт, на бирже Bybit просто заходите в торговля,
фьючерсы, инверсные, выбираете нужную монету. Это очень важно, потому что кредитное плечо для каждой монеты вы выставляете здесь отдельно, и именно здесь. Например, здесь у меня биткоин стоит с 50-м плечом, и я не торгую биткоином с 50-м плечом. Плечо выбирается в Дженерии. Здесь ставим в предпочтении кросс-маржа и ставим также вот 50-е либо 100-е кредитное плечо. В случае Bybit вам нужно перевести ваши монетки на единый торговый аккаунт. В случае с OKX вам нужно просто перевести активы на торговый аккаунт. Именно отсюда бот будет их брать для торговли. Итак, с первоначальной настройкой мы закончили. Теперь нам нужно настроить самих ботов, сами монетки. И здесь есть, скажем так, более простой вариант, да. Если платформа Дженери может показаться вам довольно сложной в освоении, да, то здесь имеются вот такие вот шаблоны, которые помогут нам с вами настроить бота первоначально, а после этого мы уже с вами его поменяем. Итак, у нас имеется две стратегии, лонг и шорт. В случае шортовой стратегии нюанс в том, что если вы зашли в шорт, а цена будет расти, то вы будете терять обеспечение непосредственно сами монеты. То есть у вас монет будет становиться меньше. Но за счет того, что они будут становиться дороже, у вас не появится ликвидация, если мы будем торговать первым кредитным плечом. У вас не будет ликвидации. Но в случае роста вы будете терять монетки Атом. Ну или какие у вас другие монетки. В случае с лонгом все немного сложнее. Потому что при падении цены вы будете терять обеспечение, а также стоимость самой монеты будет падать. И поэтому ликвидация у вас наступит быстрее, чем на обычных линейных контрактах. И поэтому обычно, так как обеспечение именно в этой монете у вас, да, а цена монеты падает, количество монет тоже уменьшается, ну, грубо говоря, в 2 раза быстрее у вас наступит точка ликвидации, да, чем при обычных контрактах. Ну, там не в 2 раза быстрее, там поменьше, конечно, но быстрее. Давайте просто вам для примера я открою калькулятор в контрактах USDT и в контрактах USD, абсолютно одинаковые настройки. Лонг первое плечо, да, сумма количества контрактов нам не важно. Рассчитаем точку ликвидации. То есть, если мы с первым плечом заходим в контрактах инверсных, которыми мы будем торговать, да, то при лонге и первом кредитном плече у нас ликвидация при средней цене входа в 120 тысяч долларов будет на уровне 60 тысяч долларов. То есть, при падении цены в 2 раза. В случае, если мы заходим обычные линейные контракты, которые торгуются к USDT, то у нас точки ликвидации не будет, так как мы торгуем с первым кредитным плечом. Понимаете, да? Но в инверсных контрактах то же самое будет, если выбрать шорт, нажмем рассчитать, то у нас не будет цены ликвидации. Поэтому при расчете безопасных более-менее настроек, да, вы можете использовать дополнительный калькулятор биржевой, да, для того, чтобы понять приблизительно где, если цена камнем будет падать вниз, у вас приблизительно будет точка ликвидации. Потому что, как пример сделаю вам, к примеру, вы выбираете на биткоин USDT настроечки, к примеру, вот такие 120 тысяч и 50 тысяч. То есть, если цена у нас дойдет камнем, вот так вот упадет сюда, да, 50 тысячам, то очевидно, что средняя цена у нас будет ровно посередине. То есть мы все это выкупили, отсюда стартовали, да, и цена у нас посередине. То есть 87 тысяч долларов. То есть цена входа у нас получается будет 87 тысяч долларов. Так, только нам здесь надо смотреть. 87 тысяч долларов. И цена ликвидации у нас считается не от точки входа, а от нашей средней позиции. И то есть, если мы уже рассчитаем от средней позиции, которая у нас была, да, при 87 тысяч долларов, да, то цена ликвидации у нас будет уже 43 тысячи долларов. То есть, ну, вы должны понимать, что ликвидация считается не от точки входа, а от средней цены. И, естественно, вы, когда будете закупаться, да, когда, допустим, цена будет падать, то у вас цена будет усредняться в сторону падения. То есть, постепенно будет средняя цена уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Также среднюю цену вы можете посмотреть, к примеру, вот здесь, да, если мы откроем настроечки Дженери, то есть это вот статистика нашего бота, который у нас сейчас работает, это вот мой бот на монете MNT работает, и мы видим, что у него средняя сейчас цена позиции 0.8256. То есть вот это значение является средней ценой нашей позиции. И уже от этой средней позиции я должен считать свою точку ликвидации. И поэтому это
значение здесь всегда будет меняться в случае изменения каких-либо, да, вот, допустим, на тоне. Вы всегда можете сюда зайти и от этого значения уже посчитать, где будет ваша ликвидация. Если для вас все это сложно, то переходите в нашу академию, также по ссылочке в описании, у нас есть там дополнительные ролики по Дженерии, и я не могу сейчас просто физически все рассказать в одном ролике, все нюансы, но у нас там вообще очень много информации по ботам, более 60 роликов отснято по различным ботам, биржевым ботам, ботам Дженерия, Велис, фьючерсным, спотовым и так далее. Академия полностью посвящена алгоритмической торговле сеточными роботами, DCA-роботами. Единственная, наверное, такая академия на просторах русскоязычного криптопространства, это вот наверняка. Стоимость на 3 месяца $149, и если вы захотите улучшиться до бессрочного пакета, вам не нужно будет платить полную стоимость этого пакета, а просто заплатить разницу между 3 месяцами и бессрочным тарифом. То есть я специально так сделал, что 3 месяца это как тестовый, скажем так, режим, да. Итак, продолжаем. Все настроили, вроде бы разобрались. Давайте непосредственно к настройкам. У меня сейчас монетка Атом, и давайте попробуем ее настроить. Во-первых, здесь, естественно, выбираем плечо, здесь максимум 20 плечо, поэтому я выбираю максимум 20 плечо. Подтвердить. И я вам напоминаю, что мы настроечки выбираем в Дженерии, бот не будет торговать с 20 плечом. В принципе, немножечко отдалив график на 4 часа, да, мы видим у нас здесь ситуацию, скажем так, за 2 года, да, с февраля 2024 года, как цена гуляла, да, и мы видим, что, в принципе, у нас с августа 2024 года, а это почти год, да, цена гуляет вот в этом диапазоне. Ну, не считая вот этого вылета, да, боковичок у нас вот такой вот идет, и сейчас мы в нем и находимся. То есть мы можем выделить такой диапазон. По процентам это у нас 55%. 55% я бы взял примерный шаг грида здесь, наверное, 0,6%. И это у нас получается примерно 90-92 грида, да. Во-первых, для того, чтобы у нас автоматически более-менее правильно рассчитались настройки, нам нужно выбрать это самое количество гридов и выбрать тот самый диапазон, первое кредитное плечо, и выбрать тот самый диапазон. 3,5, 5,4 пускай будет, хотя здесь на самом деле можно еще даже поменьше сделать, да. Мы как раз сейчас там у верхней границы. 5,2 можно было бы, да, но в принципе, если сейчас альт-сезон у нас стартовал, если вдруг, то по идее все должно расти, ну и поэтому 5,4 будет для нас нормально сейчас. И здесь мы должны выбрать количество наших монет. Так как мы помним, что у нас точка ликвидации в инверсных фьючерсах в случае лонга, я хочу для себя лонг открыть, да, я вам рассказал нюансы, как работает шорт, как работает лонг. Вы для себя самостоятельно должны выбрать, не копировать, естественно, за мной. Я показываю вам на примере настроек, которые я делаю для себя. Дальше вы уже сами решаете, как хотите торговать вы в лонг, в шорт и с каким уровнем риска. То есть я хочу понизить свой риск минимально, поэтому я делаю здесь, допустим, не первое плечо, а, скажем так, 0,5. Как сделать, скажем так, 0,5 плечо, да? На самом деле элементарно, у нас 118 монет Атом. Значит, мы должны использовать не все монеты, а только 50%. А 50% это, грубо говоря, у нас там 59 монеток. То есть здесь мы должны выбрать 59. Но в случае с Атомом из-за стоимости контракта у нас так сделать не получится. Поэтому давайте переделать. То есть я первый раз на Атоме запускаю, потом такие нюансы. И поэтому действуем по ситуации прямо сразу. Мы должны уменьшить нашу сетку. Давайте я изменю параметры и потом уже покажу вам готовые настройки. Итак, я немножечко поднял низ нашей сетки до 4, да, как мы видим, что выпадает за это значение не так часто. Увеличил немножечко риск, да, сделал здесь как будто у меня 85 монет, хотя у меня их 120, да, я все равно сделал меньше первого кредитного плеча. И количество сеток у меня получилось 39. Это минимум, который здесь, да, показывается. Все дело в минимальной стоимости контракта. Мы не можем тоже сделать меньше, да. И поэтому у меня шаг получается 0,82%. Редковатый, но все равно это будет работать намного лучше любых стейкингов и так далее. Доходность будет намного выше. При этом довольно-таки безопасно на самом деле. Тем более, учитывая то, что мы
точно, наверняка камнем прям не упадем туда глубоко вниз, да, в любом случае будут проторговки, мы будем зарабатывать грид-прибыль, а эта грид-прибыль идет, естественно, в наше обеспечение, то есть наше обеспечение будет расти за счет получаемой грид-прибыли. Жмем кнопочку «Создать». Вот он, наш бот по атому. Давайте перейдем в него и посмотрим, какие настроечки нам предлагаются. Как мы видим, здесь у нас минимально это $10. Мы не можем здесь поставить меньше. Минимально допустимое только 10. Об этом я и говорил. Нам здесь нужно поменять на 0.77 также, да. И здесь, в принципе, остальное можно так и оставить. Здесь стоп-лосс и трейлинг мы выключаем. Здесь мы убираем. Итого получаем вот такие настроечки, которые будут для нас довольно безопасными. Я еще раз повторю, цель у меня здесь не максимально заработать с максимальным кредитным плечом, да, а как раз таки уменьшить риски и при этом иметь доходность выше любого стейкинга в десятки раз, можно сказать, да. Например, если мы зайдем на OKX и посмотрим, с какими процентами можно застейкать космоса, то мы видим, что простой earn, гибкий стейкинг, да, в районе 5%. Если мы посмотрим в космосе, то это 19% годовых, но обратите внимание, что период вывода 21-25 дней. То есть вы сейчас закидываете сюда свои атомы, да, и когда вы их хотите вывести, чтобы, допустим, продать, потому что цена хорошенечко выросла, после нажатия кнопки «Вывод средств» получите их через 21-25 дней. Даже пускай нас это не сильно волнует, да, расчетный APR у нас годовая доходность 19%, мы с помощью таких настроек будем иметь намного более высокую доходность. Ну и после того, как вы создали бота, он создается здесь как created, да, созданный, вам нужно нажать кнопочку play для того, чтобы он заработал. Нажимаем кнопочку play, все, бот активирован. И бот работает, вот он уже забрал первый грид, да, и мы видим, что у нас появилась наша цена ликвидации, 8 центов за атом. Вот мы видим, здесь также появился ордер, да, и здесь мы видим, что у нас один контракт, ориентировочная цена ликвидации здесь 8,5 центов. Так, у меня что-то какой-то глюк был тут с кредитным плечом, я все исправил. Все, 20-е кредитное плечо, кросс-маржа. Все, вот у нас в марже, все замечательно. Давайте обновим страничку, посмотрим на всякий случай. Да, все в порядке, кросс, 20-е, все. Цена ликвидации, сами видите. То есть мы выбрали предел риска непосредственно в платформе Gineri. То есть если мы перемножим наше значение, $10 на грид, всего у нас там 39 гридов, это $390 получается. Тогда как атома у нас 120 штук, это там на 1000 с чем-то долларов, да. То есть если цена упадет там на 50%, то мы все равно будем в безопасности. Снова же, если вы хотите все это более подробно, задавать вопросы и так далее, то, пожалуйста, переходите в Академию. У нас там много ребят, кто торгует и также накапливает различные монеты. Ребята делятся настройками друг с другом. Я также делюсь настройками. Обсуждаем ботов всякие разные стратегии. Так что у нас весело и интересно. Присоединяйтесь. Теперь у нас пойдет монетка NEAR на бирже Bybit. Первое кредитное плечо. У меня 582 NEAR, но я напишу, что у меня 291. Я хочу занизить первое плечо еще напополам дополнительно. Если мы здесь посмотрим на Bybit, да. Диапазон я выберу 2, 3, 4. И вся прелесть в том, что если сейчас у нас альт-сезон, и мы пойдем вверх, выше, да, то я немножечко подзаработаю на как раз-таки грид прибыли, да, и цена дополнительно еще пойдет вверх. Я ограничу свой диапазон, ну, пожалуй, 3,4, наверное, даже все-таки сделаю. 140 сеток, и давайте посмотрим, что у нас получится по настроечкам. То есть есть монетки, у которых минимальная стоимость контракта ниже, и поэтому мы можем много гридов поставить. Как видите, 0.37 у нас получился шаг, да, на наш диапазон. Я хочу немножечко увеличить шаг, поэтому я сделаю здесь 100, а здесь 52. Order size оставлю также и сделаю здесь таргет 0.55, наверное. Min stop profit, max stop profit оставлю как есть. Здесь также удаляем и это выключаем. Вот такие у меня безопасные настроечки для NEAR. В случае падения цены ниже нашего нижнего уровня, да, или ниже нашего количества триггеров, которые у нас имеется, небольшие технические неполадки были. В случае падения цены ниже нашего нижнего диапазона, либо когда у нас заполнится количество наших триггеров, да, тогда мы посмотрим уже на ситуацию, где у нас будет точка ликвидации.
Я напомню, что я говорил вам о дополнительном способе накопления. Это если мы холдим эту монету и, допустим, хотим еще ее дополнительно докупать каждый день там, на какие-нибудь 10 долларов, да, или там на 5 долларов, то у нас обеспечение будет расти за счет того, что мы дополнительно еще покупаем монет. И таким образом точка ликвидации у нас будет, естественно, также отдаляться. А это значит, что мы в случае, если вылетим за нижнюю часть сетки, да, то мы возьмем наш бот, да, и просто увеличим ему максимальное количество триггеров. Таким образом, ну, естественно, мы можем и низ расширить, да, и количество триггеров. Именно количеством триггеров, умноженных на order size, мы контролируем наш объем риска, наше кредитное плечо. Именно таким образом оно выбирается, то есть перемножая на order size, мы получаем 500 USDT. А 500 USDT, сколько будут стоить мои, скажем так, 500 нейров, да, ой, сколько у меня там нейров? 582 нейра, да, когда цена упадет до двушки, да, то есть 582 мы умножаем на 2, получаем 1164. А здесь у нас расчет на 500. Но мы также еще и в количестве монет потеряем, да. Но, возможно, мы будем докупать монеты. В общем, это сложное рассуждение. Тоже, пожалуйста, в Академию приходите. Мы там многое и постоянно обсуждаем про боты. То есть мы сможем увеличить количество триггер number, и у нас начнется уже набираться, допустим, какое-то кредитное плечо. Ну, там, первое, естественно, сначала. То есть чем больше будет триггеров, тем больше у нас будет кредитное плечо, да. Ну, также можно, если триггеров хватает, увеличить order size. Тогда тоже у вас начнет увеличиваться, естественно, объем, да, который вы закупили. Так, меня такие настроечки пока что устроят, поэтому я этого бота стартую, пускай работает. Все, он также стартовал в работу, давайте проверим. В чем моя ошибка, да? Моя ошибка в том, что я не проверил, и вы тоже не проверили, что у меня здесь 10-е кредитное плечо стоит, да? Ставим 20-е. То есть теперь у нас кросс-маржа, 20-е плечо, и все замечательно. Цену ликвидации, как вы видите, она, естественно, будет меняться с набором позиции. Следующая монетка по такому же принципу у меня это монетка DOT. У меня 287 монет, я буду ставить настроечки, скажем так, на 140, ну там 5 монет пускай будет. Плечо выбираем первое. Давайте смотрим диапазон. Инверсный бессрочный, ставим плечо побольше. Диапазончик можно взять даже вот так немножечко пошире рассчитать, да. Но это просто здесь на Дженерии, когда вы выбираете диапазон, вы выбираете на самом деле просто ограничение вашей торговли, то есть какими рамками будет ограничен набор новых позиций. Но по факту у вас все это дело ограничивается непосредственно триггерами, то есть количеством сеток. То есть он даже исходя из этого диапазона может использовать не все триггера, да, если он сейчас не пойдет там наверх, а пойдет сразу вниз, то мы просто выбираем количество триггеров на наше, скажем так, расстояние между этой ценой и этой ценой. То есть количество триггеров, умноженное на шаг грида, мы получаем наш диапазон торговли. И верх и низ, на самом деле, если мы его не будем, допустим, ограничивать, да, он может меняться в зависимости от того, куда там пойдет цена. Выберу диапазон 3.5 и выберу, пожалуй, 130 гридов. Так, шаг грида здесь получается, если мы умножим 0.39 на 130, то мы получим перекрытие в 50%. То есть у нас просто перекрытие 50%, да, в зависимости, если цена пойдет вверх, да, к примеру, вот 50% у нас там вот здесь находится. Но мы ограничены верхом, пятеркой, которую мы поставили. Следственно, когда цена дойдет до пятерки, у нас еще будут свободные триггера, неполный объем набранные вообще позиции, да, но при этом остановится набор новых, собственно, ордеров. Но у нас, в принципе, если мы пойдем наверх, то он закупит, распродаст, и он после выхода за пятерку вообще не будет иметь никакой позиции, потому что у нас ограничен верх. То есть Дженерия это не прям, чтобы, ну, скажем так, базовый биржевой сеточник. Он работает чуть-чуть иначе. Он при запуске, допустим, не наберет до верха сетки у вас ордеров, в отличие от биржевого сеточника, да. То есть если бы мы сейчас с такими значениями включили обычного USDT бота на бирже, да, то он бы здесь, в данной точке, закупился бы ордерами, сразу же, да, монетами, объемом монет на вот это вот все расстояние, чтобы продавать по мере хождения цены вверх. В случае с Дженерией она просто на вашем шаге грида, который у вас указан, да, будет при походе вверх закупаться, еще выше распродаваться и так далее, то есть до самого верха.
То есть тут логика немного другая, что бот сразу же у вас ничего не закупает, только при походе, скажем так, цены, да. Повторюсь еще раз, цель у меня просто безопасное накопление монет, а я вам просто показываю на своем примере, как это можно делать, да. И еще отличие от обычного, к примеру, биржевого сеточника в том, что закупаться он может при таком шаге грида, а распродаваться может при более длинном, да, расстоянии тейк-профита. То есть здесь уже как будто вы запускаете много-много-много DCA-ботов, да, но DCA-ботов, которые из одного ордера состоят. То есть у вас, грубо говоря, каждый триггер живет отдельной жизнью, у него отдельный тейк-профит, но тут очень много настроек, которыми все это можно дело довольно гибко настраивать. И в принципе я оставлю пока что все как есть, за исключением, что вот это я все убираю и это выключаю. Здесь даже поставлю 5, здесь 0.4 и здесь 120. Вот так чуть-чуть изменю. Мне будет нормально. И стартуем. Все, пожалуйста, вот у нас DOT. Несмотря на то, что 50-е плечо, да, вы видите цену ликвидации. Мы открываем. Еще раз скажу, что неважно, какое здесь плечо, мы плечо рассчитываем непосредственно в самой Дженерии. То я уверен, зайдите в комментарии, почитайте, и там сейчас понапишет народ в любом случае. Я уже 3 раза говорил, но все равно люди найдутся те, которые будут писать про кредитное плечо. Так, ну и давайте посмотрим доги. У меня еще имеется монета доги в небольшом количестве, там 1370 монеток осталось, потому что остальные я распродал. Ну и с доги, конечно, посложнее будет. Во-первых, вы должны понимать, что чем монета волатильнее, да, видите, просто одна свеча, один день, да, поход там, ну, давайте 4 часа даже включим, посмотрим на маленькие вот эти вот свечки, самые маленькие, которые у нас были, сколько вот они. То есть ход цены за 4 часа, давайте вот то, допустим, просто маленькую свечечку посмотрим. 0,81%. И то есть доги — та монета, которая имеет более высокую волатильность, на которую можно поставить более, ну, скажем так, большой шаг грида, да, там, в том числе там единицу какую-нибудь, да. Да, сделки будут происходить редко, но, скажем так, метко. Но снова же, это можно было бы подумать в случае обычного биржевого бота, а здесь мы ставим отдельно шаг, отдельно take profit, поэтому мы можем поставить там шаг грида какой-нибудь 0,8%, к примеру, да, а take profit там 1%, да, ну, то есть тут так можно сделать. Давайте что-нибудь поколдуем. С доги у меня такие двойственные чувства, какие настройки выбирать на самом деле, потому что очень волатильно ходит монета. Так, доги возьму 0.13, 0.28, вот такой диапазончик, да, и в случае чего потом расширюсь ниже, если пойдем ниже, да, если что. Это у меня сейчас график USDT-шный, потому что USD график, ну, там недолго, не так давно появился на бирже. Вот, но там я уже плечо изменил. Вот. И, пожалуй, вот такие настройки я себе сделаю. Так, это мы все удаляем, это удаляем. И имеем target distance 0.65. Min stop profit 0.05, здесь не буду менять. Order size 1 USDT. Ну, у меня очень маленькое количество доги, поэтому все в порядке. Даже самому непривычно, но доги у меня осталось действительно там на копейки. Но в этом и прелесть. Зачем у вас будет валяться, допустим, где-то крипта просто так, когда можно даже, если у вас ее небольшое количество, настроить бота. Бот абсолютно бесплатный, да, и ботом спокойненько дополнительно накапливать эту самую монету. Все, доги запускаю, и того вот у меня, ну, эфириум уже, скажем так, настроечки не актуальны, у меня 2600 вверх, а эфириум уже улетел на 3600, довольно высоко, да, поэтому я сейчас не буду продолжать торговать эфириум, потому что 3600 это уже слишком дорого. Вот у меня, я был, скажем так, 2600 это вот мой психологический верхний предел для такого бота, да, инверсного, накопительного. Все, дальше уже просто наблюдаем. Вот, ну и доги тоже мы видим здесь появился. Все работает. Вот так вот на вот таком вот примере показал вам, как настраиваются инверсные боты на платформе Дженерия. Это мои риски, это мои настройки. Я для себя хочу, чтобы у меня работало все именно так. Вы для себя можете настраивать, конечно же, по-другому, да. Я постарался вам максимально объяснить, как это работает, а вы можете уже самостоятельно брать и по инструкции настраивать. Но, естественно, со своими вводными данными. Если хотите разбираться в ботах более подробно, то, пожалуйста, ссылочка в описании. Вступайте в нашу академию, у нас там все про ботов. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем счастливо, всем пока.